Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. И сегодня у меня обещанная переделка вот такой головы кукольной. Я буду делать Снегурочку. Ну, кому интересно, оставайтесь со мной, посмотрите на мой вариант переделки. Может быть, кому-то пригодится. Тем более, что скоро Новый год и будет что поставить под елку. Я думаю, что у многих есть поломанные игрушки, которым можно таким образом продлить жизнь, дать как бы вторую жизнь, второй шанс. Я сначала хотела в качестве основы сделать конус, но так как у меня проблема оказалась с картоном подходящим, вот, мне пришла в голову другая идея. У меня от старого, значит, стола письменного, из которого мы с мужем сделали сундук под мои хурхуры, вот, остались досочки. И была доска вот с такими отверстиями. Я взяла, отпилила. Но так как я девочка, то отпилила я вот так, смотрите. Но ничего страшного. Вы посмотрите, что это потом все окажется внутри, и будет все красиво, и вот это вот безобразие никто не увидит, кроме меня и вас. Вот. Значит, вот такую я попыталась сделать округлой формы подставку. Конечно, она у меня получилась не очень. Но я хочу сказать, что даже такая подойдет. Так, и вот такой брусочек. Смотрите, брусок просто идеально, хоть он квадратный, а отверстие круглое, он просто идеально по размеру подошел, чтобы его вставить в это отверстие. И мне не пришлось ничего прибивать. Вот здесь вот есть тоже, видите, отверстие маленькое. Можно, в принципе, через это отверстие забить гвоздь или вкрутить шуруп, и тогда никуда не денется эта палочка. Но можно посадить на клей. Как бы вариантов много. Теперь, чтобы у меня этот брусок вставился в отверстие головы, тем более еще тут сучок был, мне пришлось топориком немножко вот это все стесать, но тоже как смогла. Я как та лошадь на ипподроме. Ну, не смогла, я не смогла, так и я. Вот. Главное, чтобы у нас вставилась голова. Голова вставляется, все отлично. Вот. Голова вставляется, видите, все замечательно. Вот такая подставка получится. Все это просто нужно закрепить. Далее. Идеально сюда, вот на мой взгляд, подошел бы какой-нибудь рукав от фуфайки. Но у меня нет лишней фуфайки, и вообще у меня нет здесь фуфайки на даче, от которой я могу рукав оторвать. Я уже все свои куртки посмотрела, ну, как-то в своем доме, там в огород выйти или вон в лес сходить, как-то все курточки нужны оказались, какую не возьму, любую что-то жалко резать. Вот, поэтому хорошо, что у нас идет стройка, и у нас вот всякого вот такого добра достаточно. Я у мужа позаимствовала вот такой кусок, и я думаю, что когда я закреплю эту подставку, чтобы она у меня не шаталась, саму форму конуса я буду делать вот из этого материала. Забыла, как это называется штука, но неважно, вы все поняли, да? Вот, что это такое. Можете использовать картон, можно картон вырезать треугольничками, как клиньями, сделать вот так вот тоже форму конуса, обмотать скотчем, если не у всех же вот такая вот ерундушка найдется. Я буду ее использовать. И сверху я вот такой вот тряпочкой, не тканкой все это тоже обмотаю, чтобы когда куклу брать потом в руки, чтобы она была мягенькая. Я вот так все время люблю. И потом уже на вот это я буду шить одежду. Одежду я буду шить вот из такой старой шторы атласной, еще советских времен.
Я посчитала, что она для костюма Снегурочки идеально подойдет. Вот. И вместо меха я вообще сторонник ничего специально не покупать. Вот смотрите, если бы я сейчас пошла в магазин, купила бы какой-нибудь там белый мех искусственный, красивый, там купила бы специально какую-нибудь ткань, какой-нибудь расписной там атлас или парчу. Конечно, кукла была бы намного красивее, да, но она уже бы выглядела как магазинная. А у меня нет такой цели, чтобы она как магазинная выглядела. Я хочу, чтобы она именно выглядела как работа рукодельная, вот, ручная. Поэтому делаю из того, что есть у меня под рукой. А под рукой у меня есть вот такой, я даже не знаю, что это, но, наверное, это какой-то такой плотный синтепон. Вот. Прям вот плотный, видите, какой. И беленького цвета, и хорошо, даже если там какие-то вырезать, например, уголками или волной край сделать, это все будет хорошо смотреться, или ровный край, ну, без разницы, ничего это не будет не распушиться. Вот имитацию меха опушки я буду делать вот из этой штуки. Я думаю, что все получится замечательно. Ну, в принципе, и все. Что, волосы. Я решила, была у меня мысль сначала побрить ее, а потом я решила, что брить не буду. Под шапочку как раз вот эти все, вот эта вот мочалка, да, все это пойдет для объема и придаст форму шапочки, да. Я просто вот это все вот так вверх подыму и закреплю, там нитками замотаю, так как Снегурочка это такой, как бы, ну вот эта кукла вообще, она не для игры, а она для того, чтобы просто под елкой постоять. Поэтому с нее не нужно снимать шапку, не нужно ее раздевать, одевать. Вот, все будет намертво сделано, чтобы поставил на Новый год, постоял и убрал до следующего года, и чтобы прослужило много-много лет. Поэтому волосы я решила вот так сделать. Обмотаю. Ну, если, допустим, нету вот такой мочалки, а кукла лысая, то можно в шапочку также положить синтепон для объема. Ну, как бы здесь уже кто на что гораст. Так, но чтобы из-под шапки у меня не вот эта мочалка выглядывала, я воспользуюсь, извините, что-то икаю, кто-то вспоминает. Я воспользуюсь вот такой шерстью. Это у меня тоже со 100-летних времен. Когда-то я куклами, когда занималась, с пластики лепила, я и вот волосы делала из такой шерсти. Поэтому вот у меня светленький кусочек небольшой, а вот такой побольше немного. Но она, знаете, не очень хорошо уже выглядит, как бы подсвалялась. Поэтому сразу я уже нахватала тут от этой шерсти на язык. Поэтому я вот так прострочу вот здесь чуть-чуть в серединке, как бы проборчик, да, и вот таким вот образом вот так вот сделаю ей волосики, вот здесь только в самом начале, а дальше будет шапка, и будет вид, что у нее там красивая прическа и где-то там коса. Даже если ее будет не видно, но всем понятно, что у Снегурочки где-то там коса. Вот. Ну, в общем-то и все. Вот такие планы. А то, что как у нас будут руки, нужна будет еще проволока. Кстати, проволоку я еще не нашла. Сейчас буду рыться, искать. Либо же, если не найду, придется тогда до вечера мужа ждать. Или звонить ему, спрашивать, где взять проволоку. Но, надеюсь, я сама справлюсь и что-нибудь найду. Вот. Руки покажу, как я сделаю, потому что у куклы была одна рука. Естественно, выбора нет. Надо руки делать одинаковые, поэтому они будут либо в варежках, либо же они будут впереди в муфточке. Но, скорее всего,
в муфточке я сделаю, потому что если просто руки в варежках, то Снегурочке что-то надо в руки еще дать. Вот, поэтому, ну, сделаем в муфточку, чтобы ничего ей в руки не сажать, лишней работы не делать. Вот. А уж, как говорится, в таком положении руки будут. Если кому-то захочется, хозяйке этой куклы, что-то, всегда можно подсунуть как бы вот в руки, что как будто она еще и что-то держит. Вот. А теперь иду ее отмывать. Буду использовать те средства, которые у меня есть. Средства для посуды и губка. Вот. Отмою, умою мылом, чистящим, может быть, придется подчистить брови аккуратненько. Вот. Помою ее и начну облагораживать. Так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Берите свои головы ненужные, если у кого-то есть, и будем переделывать, и у нас будут рождаться снегурочки к Новому году. Ну все, пойдем мыться. В общем, вот так мы, как смогли, отмылись. Губки вот здесь не отмываются, это въелось от губной помады, которой куколки красили губы. Вот, а остальное все, в принципе, видите, быстро и хорошо отмылось. Сейчас я ей замотаю волосы. Вот мне там писали в комментариях, что зачем брить куклу, можете там с бальзамом помыть ей волосы. Но нет, ну вот о чем вы говорите? Вот я что, разве плохо показала в прошлый раз, что творится на голове? Посмотрите, что из этого будет. Во-первых, вот полголовы лысый. Что можно из этой мочалки сделать? Тут настолько все спутано. Вот, посмотрите, какой бальзам. Это здесь уже с этим ничего не сделаешь. Это только, я даже не знаю, здесь настолько спутано свалялось все. Можно как-то этими утюжками, и то не сильно, чтобы они были нагретые, а слегка. И вот эти волосы выпрямлять, вот эти искусственные. Я пробовала так, но я пробовала это делать на советских куклах. Там все-таки волосы были немножко другие. Вот. А современные вот эти вот, я не знаю, из чего эти волосы делаются, вот они превращаются вот в такое безобразие. С этим уже ничего не сделаешь. Что здесь можно, как можно, как там мне написал кто-то, на раз-два расчесывается. Я не знаю, как это может на раз-два расчесаться. Поэтому у меня вот один вариант. Сейчас я вот это все вот так собираю в пучок. Вот в такой. И просто вот так ниткой этот пучок замотаю. Вот так. Замотаю, ниток мне не жалко. Сейчас вот так еще возьму, сделаю вот так. И еще замотаю. Вот. Ну вот как-то я в кучку вот это все прибрала. Теперь я вот здесь вот волосы, которые я планировала, буду приклеивать их на клей. Вот из вот этого кусочка шерсти. Как и говорила, я сначала вот здесь прострочу строчку. Это будет имитация пробора. И потом, еще раз показываю, вот таким образом. Вот здесь будет пробор простроченный. Я вот так натяну, чтобы все ровненько было. И приклею на клей. И вернусь к вам. Вот так я прострочила.
Вот, видите, шовчик. Вот такой клей я буду использовать из Фикс Прайса. Кому-то он воняет, я уже привыкла. Многие спрашивают, там, есть ли у него запах. Ну, запах, конечно, есть. Но для кого-то, я же говорю, прям говорят, воняет. Ну, а для меня не воняет. Так. И сейчас я это приклею и покажу, что получится. Или вот так вот сейчас опущу камеру, чтобы видно было. Промажу хорошенько. Так, и приклею. Так, ну вот, я еще раз покажу. Вот так я завязала узелочком, ниткой обмотала, вернее, и все подклеила вот сюда наверх. Все. Так, все-таки я сейчас сюда тоже налью от души клея. Вот так. Вставлю брусок. Вот здесь вот через это отверстие еще закреплю брусочек на шуруп или на гвоздь, чтобы уже наверняка. О, отлично. Даже можно... Да нет, наверное, больше и не надо. Хватит одного, потому что тут еще потом вот здесь будет укрепляться конус. Я думаю, все нормально будет. Все, достаточно. Прикрутили шуруп. Теперь я хочу попробовать степлером. Ну-ка, получится ее пристрелить или не получится? Нет, не достает, короткие, жалко. Так, а что делать? Тоже на шуруп, что ли, сажать? Мне ее надо как-то закрепить хорошенечко. Сейчас попробую на маленькие шурупчики. Так, ну чтобы не прорвалась, наверное, что-то нужно попробовать вот так подкладывать. Это у меня вот от вот такого образца я взяла, отрезала кусочек и попробую сейчас подложить. Вот так я по кругу, видите, прикрутила все, и у меня получился вот такой цилиндр. Но мне цилиндр же не нужен, мне нужен, чтобы на конус было, пирамидку. Я сейчас буду вырежу лишнее вот так вот треугольниками и буду формировать конус, и потом скотчем его закреплю. Сейчас лишнее, сколько мне там до шеи, я отрежу. Все, и теперь я буду сейчас треугольники вырезать. Но голову, наверное, пока уберу. Да тоже на глазок сейчас.
У меня готов. Ой, ну конус красивый получился. Мне вообще очень нравится. Смотрите. Классный. Да? Здоровский. Я, честно сказать, сама не ожидала. Кстати, елка готовая. Классно. Так, ну-ка, примерю голову. Ну, нормально. Здесь все подделается. И все будет отлично. Все хорошо. Даже ничего нигде не добавлять, не прибавлять. Вот прям все замечательно. Сейчас еще вот так обмотаю, чтобы вот здесь не разошлось скотчем. Вот так по кругу, круговыми. И буду нитканкой тоже обтягивать. А нитканкой буду как обтягивать? Вырежу полоску. И этой полоской, как бинтом, вот так вот обмотаю. Чтобы не мучиться, вот эти конусы снова не делать. Так проще будет. Вот. И нитканку прям на клей посажу, обмотаю, и будет все держаться замечательно. Так, здесь еще один момент. Это я уже сейчас в процессе прочувствовала, когда обматывала. Все-таки вот ее трогаешь, берешь, она все-таки проминается. Чтобы вот этого не было, я думаю, что ненужных тряпок можно внутрь натолкать, чтобы какой-то, ну, уже у меня тут все закреплено, но, по крайней мере, ну, как бы отверстие есть, можно набить, чтобы вот так вот не, когда берешь, вот смотрите, как проминается, чтобы вот этого не было, чтобы она как потолще была и поустойчивее. Вот. Так что сейчас я что-нибудь поищу и внутрь набью туда. Что-то куда ни глянь, все нужное. Столько барахла, столько пакетов с этими тряпками. И все жалко. На что не глянешь, думаешь, ну из этого же вот можно же что-то сшить. И вот из этого что-то можно сшить. Поэтому вот сижу, рву вот эти обрезки и напихиваю туда. Не знаю, может быть, газет, бумаги, что-то вот такое. Но что-то тряпочки я пожалела. Разве можно тряпочки просто так запихать внутрь? Нельзя, с них что-то сшить можно. Поэтому, в общем, набиваем внутрь все, что есть. Все, что есть, можно пару камушков кинуть для того, чтобы устойчивое было. Хватило вот этих обрезков, заодно мусора нету, выкидывать нечего. Все у меня ушло вот сюда внутрь, и прям так уже вот трогаешь, оно не проваливается. Замечательно, отлично. Все, теперь я буду вырезать вот из нитканки, или как ее еще называют, половая тряпка, длинную-длинную, сантиметров 5 шириной полоску, и буду уже на клей обматывать вот эту вот конструкцию, конус. Так, вот что у меня получилось. Очень такой хороший конус. Так, чуть-чуть сейчас приподниму, голову примерю. Здесь немножечко нужно будет утянуть под шейку. Наверное, как раз вот так я сейчас сделаю. Заодно, чтобы заузить вот эту часть. Я сделаю вот так. Вот так приклею. А потом еще сверху.
часть и вот эту. Еще пройдусь таким же способом. Вот так. Здесь вот промажу клеем. Вот эти хвостики сейчас тоже закреплю красивенько. Так, ну вот, все. Осталось теперь немножко подождать, когда у нас все высохнет, клей. Ну, это минут 20 он подсохнет за это время. И можно наряжать нашу Снегурочку. Шить ей костюм. Смотрите, какая красотка. Но пока сохнет, мы можем выкроить детали шубки. Шубки платья. Деталь получается вот такая. Я просто угол отрезала вверх. Вот угол. Вот так. Сейчас. Вот так вот здесь отрезала. Приблизительно. И прикинула, сколько по длине. И потом сложила вот таким образом в 4 раза. И отрезала вот здесь. И у меня получилась вот такая деталь. Вот как бы такой полуволанчик. И вот я примеряю. Мне главное, чтобы немножко здесь был запасик. А хотя и не обязательно. У нас здесь будет воротничок беленький. Можно не подворачивать ничего. Мы вот из этой штуки, ну или у кого-то может быть мех, кто-то из меха, вот здесь на шее закроем. Это будет как бы как воротник. Вот. А сама длина, ее тоже можно будет лишнее просто срезать потом. Вот. В общем, вот такой волан выкроили. Так, вырезала я. Ну, такой вот у меня такая деталька, прямоугольничек. Сделала чуть побольше, 38 на 16 сделала. Теперь я вот так складываю и вот этот шов застрочу вот здесь. Шов я застрочила и сверху вот на таком расстоянии сантиметра от края я вперед иголкой сейчас все соберу на нитку в сборочку и затяну. Можно еще вот так вот обмотать покрепче и закрепить. Так, примерка. Подойдет ли шапочка нам или не подойдет? Аккуратненько. Аккуратненько. Что-то мне не нравится. Так,
Сейчас будем что-то думать. Усовершенствовать надо. Конечно, вот это все, оно буграми выпирает через вот эту тонкую ткань. Так, ну сейчас я подумаю. Так, все-таки я пришла к решению, что вот от этой мочалки надо избавиться. Так что волосы все-таки состригаем. Не нужен мне этот объем, поэтому буду убирать волосы. Ой, мусор полетел. Все равно это все будет заклеено, поэтому все это сейчас состригу. Облегчим ей голову. Ну, я на всякий случай еще внутрь вот попробовала вставить такую штучку для того, чтобы шапочка лучше села. Так. Ну вот, шапку можно приклеить, а потом вот это вот лишнее уже я соберу в такой помпон. Вот. И вот сверху вот так сделаю имитацию бубончика. Но для начала нужно сейчас будет приклеить. Приклеиваю, вот намазываю клей, немножко захватывая волосы и саму шапочку, чтобы и туда досталось. Приклеивать, когда будем. Вот видите, как получается. Клеится и будет держаться. Вот. Так, пока вот здесь я трогать не буду. Подожду, когда вот эта часть высохнет. Такая сразу светленькая стала, такая нежная. Потом вот здесь вот уже буду делать. Пока такая шапочка. Вот, смотрите, какая. Она уже даже радуется. Посмотрите на ее лицо. Оно довольным выглядит. Ей нравится, какая она стала. Да, красотка? Ты будешь у нас еще краше. Так, где у тебя перед? Вот он. Все, теперь я займусь вот этим вот платьем, шубкой. Спереди будем зашивать. Вот так. Вот. А потом спереди все это спрячется. Кстати, раз это все будет прятаться под опушку, то и не обязательно потайными стежками, а просто можно вот так через верх брать и зашивать. Все равно же это все заклеится и будет не видно. Так, я шов зашила.
Вот. Так, сейчас. Извиняюсь. Сейчас попробую степлером. Все время хочется упростить задачу. Так, двигайся поближе. О, отлично. Все отлично. Не надо клеить. Все. Значит, работаю степлером. Ну и вот опять. Все я, вот видите, пришпилила. Что вот я вырезала круг. Так, все правильно у меня лежит. Поставила. И сейчас буду все вот это немножечко вот сюда наверх пришивать аккуратненько иголочкой. Вот я донышко вот так закрыла. Видите, где-то у меня получилось больше ткани. На глазок же отрезала, поэтому я сейчас лишнее просто отрежу. Да и все. Все равно все это сверху закроется. Так. Все, можно теперь вот сюда вот приклеивать опушечку и на низ опушку приклеивать. Вырезаю и приклеиваю. Даже вот тут у меня не хватило длины. Вот видите, я заклеиваю, не хватило длины. Ничего страшного. Вот так вот перекроем. Сделаем наперед. Вот. Так. Уже готово. Кое-что. Так, рукав буду кроить. Вот так, наверное, приблизительно отмерю. Ну, с запасиком на всякий случай. Длина какая рукава. И буду сейчас вырезать. Сначала отрежу, наверное, вот такой кусочек ткани. Сложу вот так. Так, видно? И вот таким образом отрежу. Вот. Так, теперь я эти рукава застрочу. Вот эти швы. И покажу, что дальше буду делать. Проволоку не нашла. Набью синтепоном этот рукав внутри. И посмотрю, как он будет смотреться, если его вот в согнутом состоянии... Ой, ничего не видно. В согнутом состоянии, как он будет выглядеть. Если это будет плохо смотреться, тогда, наверное, придется сшить варежки, и тогда она будет в варежках. Если же вот так в согнутом виде будет смотреться хорошо, значит, сделаю муфточку. Пока вот здесь вот головку рукава
собираю сейчас на нитку, чтобы она у меня такая вот приподнятая была. И потом буду набивать и смотреть. Так, в общем, смотрите, мне сестра просто позвонила, и я поэтому, пока болтала, половину дел уже сделала. В общем, вот показываю, набила синтепоном эти руки и соединила их. Решила, примерилась, вроде думаю, нормально вот так будет, если... Вот, смотрите, вот так. Но это еще сырой вариант, не спешим делать выводы. Вот здесь будет белая муфточка, и вот здесь вот будет вот такой вот круглый как бы воротник, тоже с опушкой. Поэтому я надеюсь, что будет красиво смотреться. Сейчас я пришью, вот пришиваю потайными стежками, вот так рукав. Такой вот он пухленький. Можно здесь немножко, чтобы вот так вот. О, точно, вот так. Сюда чуть-чуть синтепон вверх я продвинула, чтобы вот здесь вот поменьше было, где в районе локтя. И вот так, наверное, будет более реалистично. А то они у меня что-то такие набитые получились. Вот. Да, вот так будет более реалистично. И здесь будет муфточка. Закроется вот это все. И круглый воротник, и шапочка. И можно будет украшать. Все, пришиваю руку, потом покажу, как буду воротник кроить. Так, вот, рукава я пришила. Руки. Теперь муфточку. Отмерила, сколько мне нужно брать. Вот так сейчас зашью и переверну этим шовчиком внутрь, чтобы было не видно. И будет муфточка. Так, пришила. Вот видите? И вот этот шовчик я вот так вот внутрь уберу. Вот муфточка получилась. Вот так. Так, для воротника мне нужно выкроить круг. Так, вот у меня тут есть кусочек. Сейчас я вырежу. Так, отодвину. Так сложу. Вот так сложу. Вот так сложу. Так, где у меня тут серединка? Ну да, вот верх теперь большеват стал. Ну, я думаю, можно чуть-чуть будет присобрать на ниточку вот здесь вот, где горлышко. А так, в принципе, прям самое то. Или же, может быть, просто еще убрать здесь вот с краев, отрезать. Сейчас, секундочку. Так. Ну вот так.
Почему-то угол получился. Лень же сходить, погладить. Так. Ну, надо отгладить. Вот здесь вот у меня сильно уж складка. Сейчас вернусь, пойду проутюжу. Пока шью, уже темнеть стало. Пришлось лампу включить. Ну вот, я отутюжила. Ну, в принципе, ровненькая получилась. Вот, гляньте, как корона, форма короны. Вот. И теперь вот примеряю. Я думаю, что вот этот уголочек, может быть, тоже как бы срезать, чтобы было более округленькое. Я думаю, что надо срезать. И теперь нужно мне края тоже сделать имитацию опушки. Чем я сейчас и займусь. И вернусь к вам. Вот я вот эту опушечку приклеила. На клей. Все на тот же самый. Вот. И сейчас покажу, как это будет выглядеть. Выглядеть это будет вот так. Мне нравится. Все, я оставляю. Сейчас вот здесь вот я это пришью и сделаю стоечку воротник. Тоже вот из этой штуки. Мне вообще нравится. Обалденно получается. Воротничок я отмерила, сколько мне надо. И я его тоже пришью. Решила не приклеивать, а пришить. Так. А не стала приклеивать для того, чтобы вот голова-то она крутится, чтобы можно было все-таки ее крутить. А если бы приклеила воротничок, то уже все, только прямо. А так можно как-нибудь в стороночку немножко кокетливо повернуть голову. Но наряд получился классненький. Так, шапочку еще. Здесь как раз у нас уже все высохло. Сейчас вот тоже на нитку, наверное, соберу. Лишнее отрежу. Вот я на нитку собрала. Сейчас вот так затяну. Теперь вот это вот лишнее срежу. Буду собирать на нитку. И боковой шовчик тоже. Вручную сейчас прошью. Так, теперь выверну. Вот видите, вот такой вот колпачок получился, как маленькая шапочка. Я выверну теперь ее.
Внутрь налью клея и приклею на макушку, на шишечку вот эту, которая на шапке. Так. Здесь мне понадобится иголочка, подпихнуть это все. И все, она застынет, никуда не денется. Ну вот, это теперь хорошая шапочка. А то была вот такая вот. Да? Скажи, мне такая шапка нравится. Смотрите. Тут я даже не знаю, стоит ли ей что-то вообще пришивать, какие-то стразы или бусинки. Она, по-моему, и без этого хороша. Просто чудо как. Такая красотка. У меня нет слов просто. Насколько я довольна собой. Это была всего лишь голова. Вспомните, перекрутите на начало видео. Это была голова с мочалкой вместо волос. И какая прелесть получилась. Чудо. Никакого изъяна не вижу. Красотень. Я думаю, что, наверное, лишнее. Она и так хороша. Лишнее, ничего не буду я ей пришивать. Либо же хозяйка этой Снегурочки, если захочет, я оставляю это ей право. Если она захочет украсить эту Снегурку, она сама привнесет что-то свое и тоже получит удовольствие. Вот. А у меня на сегодня для вас все. Вот такая Снегурочка получилась у меня классная. Я же еще раз повторюсь, я собой довольна. Чего и вам желаю, кто будет переделать. Но единственное, косы не хватает. Вот, конечно, если бы еще вот тут вот так коса была бы, да? Ну, было бы вообще здорово. Но она отличается по цвету. Ладно, оставлю это хозяйке на рассмотрение. Может быть, она купит шерсть, подберет вот такого цвета и сама сделает косу. Ну, а у меня на сегодня для вас все. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Кому понравилось, поставьте лайки, не пожалейте. Для такой красотки, посмотрите. Вот. И не выкидывайте ненужные кукольные головы, потому что из них можно сделать вот такую прелесть. Всем желаю всего хорошего, мирного неба над головой, здоровья, счастья. Всем пока-пока. До новых встреч.